Друзья, всем доброе утро. Раннее-раннее утро. Еще даже немножко сумерки. Едем ремонтировать мазокран. Очень хочется поскорее уже что-то делать в этой тачке. Очень нравится машина. Интересно заниматься, честно. Сейчас ждем, тоже к нам приедет Дима. На заправке сейчас купим маслица в гидравлику еще. Докупаю по 20-очке, потихоньку, по чуть-чуть. Не спеша, чтобы, ну, знаете, не отражалось сильно на бюджете. Вот, поэтому купим маслица, заправимся и поедем на базу. Вам я желаю приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Окунаемся в атмосферу ремонта советской техники. 20-ка масла. Сейчас ее зальем. Дима к нам тоже присоединился. Будем устанавливать выключатель массы. Дима, всем привет. Привет. Не сидится ему на заводе, как и мне тоже. Вот в такую погоду дождливую хочется колупаться с этой техникой. Но что-то есть в ней, не знаю что. Что в ней завораживает, Дима? Непонятно. Я тоже не пойму. Но что-то вот хочется копошиться. А что? Непонятно. Непонятно. Напишите, если у вас такие ощущения. Она не является супер какой-то крутой техникой. Она не является какой-то необычной техникой. Но вот хочется с ней копошиться и восстанавливать, возвращать ее к жизни. Все, заливаем еще 20-очку масла и занимаемся параллельно выключателем массы. Это первое, с чего начинается ремонт проводки. Ну что ж, сейчас будем потихоньку заниматься электрикой. Дима там копошится с клеммами. Будем устанавливать электрический выключатель массы, как должно быть по заводу. Вот, поэтому чуть-чуть пришлось переделать клеммки. Ну, все сделаем, будет работать четко. Установили выключатель массы. Здесь все просто. Он электрический с завода. И мы посмотрели, даже заводской провод вот остался желтого цвета. Значит, масса идет с мотора на наш выключатель, а с выключателя идет уже на аккумулятор. Чтобы подключить электрический выключатель массы, достаточно минус с аккумулятора, с клеммы, которая идет на аккумулятор, подать на электромагнит выключателя. И с салона добавить плюс. Вот, с кнопки. В салоне стоит кнопка, и от нее плюс идет на выключатель. Когда массы нету, плюс постоянно идет в кабину, а масса постоянно есть только лишь на вот этом электромагните. Как только вы нажали кнопку на панели приборов, плюс подается на электромагнит, и электромагнит соединяет уже массу со всей машиной. Ну, элементарно просто, все без проблем подключается, легко и быстро. Работает четко, с салона работает. Ну вот, потихоньку и начинаем обслуживать нашего МАЗа. И, кстати, друзья, если вы планируете сделать ТО на своем автомобиле в ближайшее время, то лучше всего сделать это прямо сейчас, пока дилеры делают огромные скидки. А найти выгодное предложение и записаться лучше всего через сайт autospot.ru, поскольку тут уже собраны все предложения на техобслуживание. И неважно, какая у вас машина, новый китаец или старенький кореец, просто вбиваете марку и модель и какое ТО планируется. На карте появятся все цены и скидки, а зафиксировать за собой лучшую стоимость можно всего в 2 клика. А так как все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, с гарантией у вас будет полный порядок. Скачивайте приложение Автоспот на телефон, чтобы скидки всегда были под рукой. Или переходите на сайт Автоспот, ссылку я оставил в описании. Много плюсов и много минусов. У этой машины или в целом у нас? У этой машины. Нет, плюс 1. Плюс только на аккумуляторе. А вот минусов много. Так, здесь все выдрано. Ну, чтобы вы понимали, ни один прибор не подключен. Еще мы нашли вот такой вот проводок. И нашли несколько вот таких вот лампочек для подсветки. То есть, кто-то дербанил, нужны провода, подошел, отрезал, пошел. Я этого не понимаю, если честно. Резать целую хорошую проводку, непонятно для чего это надо. Сейчас будем разбираться, как это все подсоединить. Пока что я, если честно, не представляю. Но вот выключатель массы уже готов. Вот так она работает. Выключили, включили. Все. Единственное, сюда нету колечка, но это мы найдем. Вот, новый замок был приобретен. Вот такой. Стандартный, как камазовский замок. Здесь есть стартер, ВК, ну и пошло-поехало.
С этим всем сейчас разберемся. У нас здесь вот идут какие-то мощные плюсы. Сейчас все прощупаем, посмотрим, что и как здесь. Устанавливаем замок, пытаемся разобраться здесь. И разматываем синюю изоленту. Вы знаете, классическую. Вот при СССР она еще была, эта изолента. И она вот раскручивается, представьте. Вот все смеются над этой синей изолентой. А ей вон сколько лет, и можно использовать повторно. Наклеится вообще, Тим, покажи. Ну нет. Она, наверное, и при СССР особо не клеилась. Вот, но пытаемся. Частично у нас есть здесь следы. Допустим, вот нашли, что запитываются приборы вот этими проводами. Будем сейчас дальше сражаться здесь с системой. Вот, а здесь тоже, видишь, клемки. Блин, здесь все сделано под такой замок. Видите, не камазовский, а именно под газоновский замок с клемками. Что, поранил? Не, нормально. Будешь жить. С таким электриком, как Дима, нам не страшны никакие приключения. Мы уже нашли габариты, сигнал, датчики воздуха. Одним словом, продвигаемся уверенными темпами. Проводку вырезали, как вы знаете. Вот, ищем потихоньку, восстанавливаем. Где-то мамы какие-то ставим. Потихоньку делаем. Вам не снимаю, но смысл тут ничего интересного, как мы копошимся в проводах. Единственное, покажу, как ищем проводку. Допустим, я знаю, что у нас где-то установлен датчик, да? Ну, в частности, вот здесь он на ресивере. Я под низ залажу. Туда тыкаю проводом вот этим. А Дима его ищет уже в проводке. Тестером прозваниваем. Вот сейчас даже, смотрите, вот подсоединен провод к датчику давления масла. И нам, чтобы там провод найти, мы здесь его подсоединяем, этот провод в салон, и тестером созваниваемся, где он входит в салон. И таким образом находим, делаем, ставим маму, удлиняем, где-то не можем найти, мучаемся. Но, одним словом, вот уже давление у нас есть, температура есть, давление воздуха есть. То есть основные параметры мы нашли. Параллельно, пока это все искали, тоже нашли и давление, габариты, нашли реле поворотов. Одним словом, потихоньку продвигаемся. Вот. Нам не хватает лампочек, цоколей, то есть это все будем докупать. Но сейчас соберем нашу систему с давлением и обязательно запустим мотор, чтобы проверить, какое у нас давление, посмотреть, а также снять эти лапы, пока оттепель. Потом мы их в жизни оттуда не выковыряем. Посмотрите. Ой, стой, подсветка в салоне загорелась. Ты когда сигналишь, загорается. А может это здесь где-то? О, видал, вот, выключай. От замка. О. Нет, это не должно от замка. Вот, замка, нет, вот я выключаю. Я выключаю замок. Все работает. Нет Да. подсветки. Так, подожди-ка, ну давай в приемник приемник? налево. А зажигание? Сломалось. Пропала, блин, подсветка. Дима, электрик от бога. Сломалось. Ну, сейчас мы найдем. Уже шансы увеличились. Может, где-то здесь. А ты вот повернул, и оно, видишь, перестало, видимо, работать. А долбани этот сам фонарик. Может, там отходит. О! Подожди. Что-то где-то отходит. Где-то кто-то лажает. О. Ну, ладно. Работает хотя бы, да. Контрольная проверка перед техосмотром. Левый поворот. Есть. Правый поворот. Есть. Габариты, Дима. Это фары. Давай назад. Габариты. Есть. Фары. Есть. Ну, к сожалению, на это нам понадобился, ну, почти скоро уже день. Но все работает, все сделали. Все поперекрутили. Ой. Ужас. Вот. Сейчас мне нужно прикрутить обратно провод на давление масла. Он у нас еще в режиме тестировки. Сейчас перекручу его обратно. Вот сюда его нужно прикрутить к бочонку. Также очень интересно, работают ли у нас здесь какие-то приборы. Наверное, это все включаешь. Не, это сигнал, ё-моё. Нужно обязательно, Дима, сделать, чтобы здесь сигнал работал у нас. А он не работает? Нет, я вот... А включи зажигание. А, ну типа все включено, да? Да, зажигание включено. Нифига.
Но он может здесь как-то активируется, потому что здесь сигнал свой отдельный. Что это такое? Ну, не суть. Ладно, еще, друзья, огромная благодарность всем, кто нам написал, что есть вот такая функция у этого крана. Видите, вынимаем чопик, опускаем муфту. Вот. Не знаю, видно вам было. И мы можем в таком режиме опускать стрелу гораздо ниже и, пожалуйста, телескоп выдвигать. Вот, так что огромное спасибо. Именно вашим, благодаря комментариям, я узнал, что есть такая у нас опция удобная. Век живи, век учись. Кажется, дождь собирается, друзья. Ну что, готовы мы к запуску. Антифриз на месте, не убежал. Отлично. Наша задача сейчас запустить, проверить давление масла. Проверить, может быть, даже давление воздуха у нас покажет. И снять слаб его. Вот такая задача у нас. Сейчас этим и займемся. Давайте включаем массу. Зажигание. Все, у нас работает. Дима, ты готов? Я всегда готов. Пробуем, как запустится МАЗ. Стартер не одели. Согласен. Исправили, так, поворот. Все, запуск. Газу дадим. Блин, я не могу, как он запускается. Ты чувствуешь, Дима? Ракета! Просто с полтыка. Вот, давление в 6 показывает. Все отлично. И лампочка потухла. Все, ждем воздух. Воздух у нас будет показывать только один контур. Со вторым мы не разобрались, к сожалению. Вот, ну и надо педаль нам. Где нам педаль найти, пока не знаю. Будем что-то думать. Глушилку тоже надо делать. Масло что-то прям вообще давит. 6,5, блин. Ладно, включаем установку. И надо достать лапы. Опа. Пошел работать. Все, сейчас маслица прогреется и займемся. МАЗ радует, радует. Обалдеть. Ящик поставим. Это страшно просто, он очень большой, я не представляю, если выдвинуть еще стрелу, там вообще будет страшно. Так, ну вот давление тоже уже показывает, отлично. В моторе давление есть, температуру не показывает.
Зарядку сейчас проверим. Зарядки нету. Зарядки нету, Дима. Она ж была. Была. А сейчас нету, блин. Была. Ладно, посмотрим. Уже здесь тяжело автомобиль. Не, ну и нафиг, дальше тяжело. Мне это не нравится обстановка. Ну, я думаю, хотя бы столько, это уже хорошо. Нет, плохо. Я просто не вижу Дырка стопора. должна быть под стопа. А, так вот он как раз на следующем метре. Давай чуть-чуть еще, да? Почти 14 метров у нас получается. Наверное, это уже все. Сейчас все это промажем солидольчиком. МАЗ пока что заглушим. И после этого кран обратно сложим. Я думаю, должно быть нормально. О, это Козел. Так, заряжаем Макиту, друзья. Макита вот такой у нас есть, блатной. Это же не гайковерт, что это? шприцеверт. Солидолонагнетатель. Шприц, да, вот. И сейчас вот зарядили туда литольчика. Прям с тубой вместе. Я всегда мечтал, чтобы у меня было прям с тубой всегда. Чтобы не накладывать ложкой вот так вот, как... А ложкой так не очень Да. хорошо. Я на комбайне работал, так манать не хотел. Юра, когда работал в Германии, так он вот так вот взял солидол пальцем, эти чик-чик-чик-чик масленки, и все отлично. Ну теперь давай попробуем, что тут должно быть. Должно что-то произойти. Должно Это помнить. свет. Как это включается? Замок. Замок. Фигня какая-то. Аж должно ту-ту-ту-ту-ту. Не? Так, попробуем убрать воздух. Возможно, в это... Бляха-бляха, пошел воздух. Вот, видишь? Сейчас, наверное, пойдет что-то. Инструкцию придумали трусы. Друзья, ловите. Ну, видишь, лезет. Значит, там типа пружина работает, так? Я правильно понимаю? О! Первую передачу.
Это к соседям, наверное. Так, пошел. Не пробуй, Угу. не идет. Идет, но не туда, куда надо. О! А идет откуда вообще или нет? Вон сверху поперло. Вон. Поперло? Вон поперло оттуда. Отлично. Давай здесь. Пошла вода в хату. Отлично. Семен Семенович. О, прям этот наклоняется. О! О! Вот пошла. Так, парни, а здесь мы что-то лазим вокруг, но нету ни одной масленки. Может быть, вы нам подскажете? Но я здесь не вижу, ни в торце, нигде нету. Ну, должна быть. Как так может быть, а? Странно. Слушай, так а здесь подшипник вот открытый. Что за хрень? Вот, смотри, подшипник, Дим. Вот, подшипник я вижу. Видишь? Ни сальников нету. А, тут какой-то косяк. Видишь, видно, этот вывалился сальник. Это косяк. Здесь закрытые подшипники, и поэтому они не мажутся. Вот, вот, понял? Это надо разбирать. Нет, на АВДшке заложить туда смазку и все. На лето год. Поверь мне, я так 1000 раз делал. Нужно нам закупаться тубами. Наконец-то я нашел то, что мне надо. То есть вставляешь тубочку, не надо вымазываться ничего и смазываешь. Сейчас смажем здесь цилиндр, там цилиндр и вал вот этот направляющий. И я думаю, потом смажем сами колесики и затолкаем все обратно. О! Так, этот промазался, тот промазался. Это уже хорошая новость. Все, я думаю, нормуль. Ну что ж. Смазываем саму стрелу и будем знать, что она у нас уже смазана, чтобы более-менее мазик наш был обслужен. Чуть-чуть почистим, чтобы эта краска не попадала в солидол. Фу, бляха, ужас. Конструкция наимощнейшая, блин. Вот такая конструкция. Это жуть. Тут одну стрелу поднять, это уже такое усилие. А как еще груз поднимать? Да еще 10 тонн. Так, наложили немножко смазки. Специально, смотрите, смазка многоцелевая, водостойкая, крановая, КСовская. Должна работать. Здесь нечего мазать. Как это работает, блин? Здесь ничего не ходит. Здесь ничего не ходит однозначно. Я не знаю, как это ездит стрела там внутри. Ну что здесь мазать? Да ну. Здесь даже нету этих роликов, следов от того, чтобы что-то работало. Вот так потихоньку мы сейчас пройдем все здесь. Чтобы дяди Димы руки не отваливались крутить этот штурвал самолета. Крутишь этот и чувствуешь себя как будто таким сухогрузом управляешь, тонн там на 1005. Или сколько у них тонн? Много тонн? Больше. На 1500, блин, тонн. Да, у них там 1000 тонн. Какие 5000 тонн? Дима, накачаешься. Да. Ну что, мажем звездочки, но, друзья, возник нюанс, как помазать вот верхнюю часть нашей стрелы огромной, вот ту. Я что-то не понимаю, как оно здесь устроено и где нам ее мазать. Если у вас есть опыт, то вы нам подскажите, как верхнюю часть стрелы вот этой вот помазать. Там же тоже какие-то есть направляйки. Потому что непонятная какая-то ситуация. Стрелу мы промазали, все отлично. Теперь наша задача попробовать задвинуть стрелу самим краном, потому что вы нам в комментариях советовали, что задвигать стрелу можно самим именно вот этим тросом, можно так сказать. Но обязательно положить деревяшку вот сюда, чтобы не расколоть вот эти вот шкивы. Так что, друзья, огромное вам спасибо всем за комментарии. Я все почитал с удовольствием.
Ну, очень классно, что у нас такая огромная аудитория, которая может нам вот что-то посоветовать. Но мы тоже не можем разбираться во всем, вы же понимаете. Поэтому огромное всем спасибо, что нам советуете. Так что сейчас вот я запущу кран, опущу наш гак и засунем сюда деревяшку и попробуем туда сдвигать. Нормальные тачки запускаются просто вот так с ключа. Была не очень хорошая идея. Не стой под стрелой. Это была не очень хорошая идея. Что-то у нас все ломается. Лучше мы руками, наверное, скрутим, пока мы здесь не отломали эти шкивы. Какой-то неправильный кран мы купили, блин. Где-то нас развели в чем-то. Надо было брать с телескоп. Надо было не смазывать. Как смазали, стало плохо. Если бы мы смазали, мы бы ее точно не смазали. Но видишь, еще малый угол, надо повыше. Нормальное тело. О! Ай-яй-яй! Автоматик! Чуть не прибил. Обычного крановщика эта процедура занимает, 10 секунд, наверное, да, может 15. Все, опускаем вниз. Вот я ком забыл выключить. Надо выключить, потому что на холодном будешь запускать, он будет... Да. Так, мы думали, что у нас совет неправильный, но, видимо, все-таки из-за того, что стрела закорела, у нас не получилось ее в начальном этапе сдвинуть. Потому что потом, вы видели, она уже легко-легко очень заходила, и я уверен, что она бы задвинулась без каких-либо проблем. Вот, поэтому этот способ жив, и я думаю, в будущем мы, может быть, даже им воспользуемся когда-то. Но еще раз спасибо за советы. Сейчас выключим ком и будем собираться домой. Сцепление.
что-то он меня вымучил, Маз, сегодня. Особенно финальная часть сегодняшнего дня. Ну, что я хочу вам сказать. Нужно устранять важные вещи, важные. Шипящий воздух, энергач заменить. Нужно эту глушилку сделать, потому что лазить сюда вверх-вниз замучаешься. И нужно сделать, чтобы включался и выключался ком. Убрать лифты эти, разобраться, что там за проблема. Ну, одним словом, еще кулису нужно сделать. Сцепление у нас не работает. Пневмоусилитель сцепления. Тормоза нужно смотреть. Ну, как бы это, я думаю, энергач нам поможет решить. В общем, главное, что горят габариты. А остальное все ерунда. Так, посмотрели мы на колесо, но выглядит очень страшно. Надо все-таки эту сторону выдонкрачивать. Но мы сейчас подложим деревяшки. И только на деревяшки положим уже наши опорные вот эти вот треугольники. И после этого только будем выдонкрачиваться, чтобы не вмерзли наши эти подставки. Ага, хрен там. Ну сначала надо одну подложить, вторую подложить, а потом только сможем. Все, вот теперь я точно не буду переживать, что у нас ничего не вмерзнет, и то, что он стоит хотя бы на опорах аккуратненько. И мы сможем даже делать колесо. Вот, так что не переключаемся. А вам, друзья, огромное спасибо, что в этой серии были с нами. Вам только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Поспешишь, подписчиков насмешишь.